Тегеран располагает информацией о том, что в ходе конфликта между Израилем и Ираном небольшое количество израильских беспилотников проникло на территорию Ирана из соседних стран, в частности из Азербайджана. В связи с этим президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым потребовал провести тщательное расследование инцидента. Об этом сообщил посол Ирана в Армении Мехди Собхани на пресс-конференции, комментируя публикации СМИ о том, что израильские удары по Ирану якобы наносились с использованием воздушного пространства Азербайджана, передает Арменпресс. Посол заявил, что Израиль предпринял вооруженное нападение на Иран с целью помешать переговорам между Ираном и США по ядерной программе. Слова Мехди Собхани прозвучали на встрече с журналистами в Ереване 27 июня. При отсутствии какой-либо угрозы со стороны Ирана мы подверглись вооруженному нападению со стороны Израиля и его союзников. Мы вели переговоры с США, и Израиль, чтобы помешать этим переговорам и не допустить соглашения, осуществил эту атаку. Аргументом была превентивная атака для предотвращения угрозы со стороны Ирана, что является незаконным и нелогичным, отметил посол. Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более 30 лет вводил мировое сообщество в заблуждение относительно мирной ядерной программы Ирана. Тегеран также выразил благодарность Армении за поддержку в трудные времена и высоко оценил позицию армянского народа и правительства. Об этом посол Мехди Собхани говорил на пресс-конференции, описывая армяно-иранские отношения в период военных действий между Тегераном и Иерусалимом. Армянский народ проявил единство и поддержку нашей стране, за что мы выражаем благодарность. Мы также признательны правительству Армении за оказанную помощь в эти дни. Друзей узнают и в радости, и в беде, подчеркнул посол. В ответ на эти высказывания Министерство иностранных дел Азербайджана сделало резкое заявление. Ниже озвучим комментарий начальника пресс-службы Айхана Гаджизаде по поводу обвинений посла Ирана в Армении Мехди Собхани в использовании территории Азербайджана против Ирана. Мы категорически отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Исламской Республики Иран в Армении Мехди Собхани о том, что израильские беспилотники якобы осуществили нападение с территории Азербайджана. Такие претензии наносят ущерб отношениям между Азербайджаном и Ираном, основанным на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета, а также невмешательстве во внутренние дела. Учитывая позицию президента Азербайджана, изложенную в ходе недавнего телефонного разговора с иранским лидером, а также разъяснение министра иностранных дел во время телефонного разговора с иранским коллегой, мы расцениваем заявление иранского посла как открытую провокацию. Азербайджан категорически отвергает утверждения об использовании своего воздушного пространства или территории для военных действий против Ирана или любой другой страны. Эти утверждения не обоснованы и не подкреплены авторитетными доказательствами. Мы ожидаем, что Иран воздержится от подобных шагов, не соответствующих духу наших отношений, а также примет меры в связи с заявлениями посла, который вместо представления своей страны регулярно демонстрирует проармянскую позицию, подытожил Гаджизаде. Отметим, что спустя время, а именно 1 июля 2025 года, Мехди Собхани несколько изменил свою риторику. Вот что он заявил. Во время телефонного разговора президентов Ирана и Азербайджана Алиев заверил Пезешкиана, что они не допустят использования своей территории для нанесения удара по Ирану. У нас нет официальной информации о том, что подобное произошло, поэтому мы не можем высказывать позицию, основанную лишь на предположениях прессы, сообщил журналистам посол Ирана в Армении Мехди Собхани. Ранее Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу. Ильхам Алиев отметил: в условиях напряженности между Ираном и Израилем некоторые круги и представители СМИ распространяют слухи и ложную информацию с целью навредить отношениям между Азербайджаном и Ираном. Все это полный абсурд. Моджтаба Демирчилу подчеркнул: иранская сторона полностью уверена, что территория Азербайджана никогда не будет использована против Ирана,
и азербайджанское государство не допустит этого. Он также отметил, что принципиальная и твердая позиция Азербайджана по противостоянию между Ираном и Израилем высоко ценится в Иране, и выразил благодарность за это. Однако иранские СМИ опровергли заявление, опубликованное пресс-службой президента Азербайджана, в котором послу Исламской Республики Иран в Баку Моджтабе Демирчилу приписывались слова о том, что иранская сторона полностью убеждена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана, якобы сказанные им во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву. На официальном сайте посольства Ирана в Азербайджане в пресс-релизе по итогам встречи посла с президентом подобного утверждения не содержится, что ставит под сомнение достоверность заявления, распространенного азербайджанской стороной, пишут иранские СМИ. 26 июня этого года в телефонном разговоре президенты Ирана и Азербайджана Масуд Пезешкиан и Ильхам Алиев обсудили чувствительную тему возможного использования территории Азербайджана для израильской атаки на Иран. Алиев категорично отверг такую возможность. Принимая верительные грамоты нового посла Ирана в Баку, Моджтаба Демирчилу, азербайджанский лидер вновь назвал подобные слухи абсурдом и информационной диверсией. А сам посол подтвердил уверенность Ирана в том, что Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию против соседнего государства. Возникает закономерный вопрос. Если, исходя из слов посла, Иран действительно уверен в этом, то зачем был вчерашний призыв к проверке? Почему звучит просьба разобраться, если официальных сомнений нет? Это можно объяснить стремлением Тегерана сохранить баланс. С одной стороны, не обострять отношения с Баку, а с другой – реагировать на внутренние нарративы о внешней угрозе. Отметим, что, согласно информации, представленной иранскими экспертами в СМИ, Тегеран передал Баку документы и свидетельства, подтверждающие использование израильских дронов и истребителей в воздушном пространстве Азербайджана для массированных ударов по территории Ирана. Иранский политолог Эхсан Мовахидиан сообщил, что Тегеран предоставил Азербайджану доказательства использования его воздушного пространства израильскими самолетами для нанесения ударов по Ирану. Напомним, что 26 июня в ходе телефонного разговора между президентами Ирана и Азербайджана Масудом Пезешкианом и Ильхамом Алиевым иранская сторона затронула тему возможного использования Израилем азербайджанского воздушного пространства. Несмотря на подчеркнуто братский тон беседы, Пезешкиан призвал Алиева провести проверку сообщений о пролетах израильских БПЛА через азербайджанскую зону ответственности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил своего иранского коллегу, что Азербайджан не допускал использования своего воздушного пространства против дружественного Ирана. По его словам, Азербайджан твердо контролирует свое небо и остается приверженным политике добрососедства. Еще в первые дни конфликта глава МИД Азербайджана подтвердил своему иранскому коллеге, что территория и воздушное пространство Азербайджана не будут использованы для атак против Ирана. Однако в Тегеране эти заверения, судя по риторике, воспринимаются с недоверием, особенно на фоне тесного израильско-азербайджанского сотрудничества в сфере обороны. Иранские эксперты отмечают, что в конфликте использовались различные израильские дроны, действовавшие из приграничных районов Азербайджана. Среди предполагаемых точек запуска это Нахичеванская автономная республика, близкая к важным иранским объектам, и южные районы Нагорного Карабаха – Джебраил, Зангилан и Физули, которые после 2020 года находятся под контролем Баку. Эти районы расположены рядом с западными провинциями Ирана, где сосредоточены стратегические военные и ядерные объекты. При наличии израильской электроники, дронов и инфраструктуры управления эти территории могли использоваться для запуска, ретрансляции сигнала, разведки, подавления ПВО или нанесения ударов. Азербайджан долгие годы развивает сотрудничество с Израилем в сфере БПЛА, совместное производство дронов, обучение операторов, развертывание систем радиоэлектронной борьбы и целеуказания, что дает ему техническую базу.
Такая инфраструктура могла использоваться Израилем для операций в приграничной зоне, даже без официального участия азербайджанского командования. Это ставит Азербайджан, независимо от его позиции, в потенциальную зону ответственности, что и вызывает реакцию Ирана. Использование в Азербайджане, в том числе модернизированных советских аэродромов, давно обсуждается экспертами как ключевой элемент израильской кампании против Ирана. Кроме того, Тегеран считает, что на границе действует сложная разведывательная и коммуникационная сеть, которую мог использовать Израиль. Масуд Пезешкиан – прагматичный политик. Если он мягко намекает в разговоре с Алиевым на использование азербайджанского воздушного пространства, это говорит о наличии у Ирана разведданных, достаточных для публичного обсуждения. Поднятие вопроса на высшем уровне может означать, что у Ирана есть техническая разведка, например, данные с радаров. Подобные деликатные вопросы президент страны не поднимает без серьезных оснований. Баку может продолжать отрицать использование своего неба Израилем, но тогда у Тегерана появится моральное и политическое основание подкрепить подозрения фактами. В условиях растущей региональной напряженности Иран не может позволить резких обвинений, но и игнорировать возможную вовлеченность Азербайджана тоже не станет. Поэтому используется типичная ближневосточная формула «мягкие слова с жестким посланием». В свою очередь, иранский аналитический портал Hot Energy, специализирующийся на нефти и газе Ближнего Востока, опубликовал видео, где прокомментировал взрыв на военном заводе «Алов» в Баку. В ролике утверждается, что взрыв мог быть актом саботажа, который власти либо отрицали, либо пытались скрыть. В видео приводится цитата с одного из неофициальных аккаунтов, связанного с КСИР. «Мы никогда не отпустим предателей легко. Дым некоторых предательств сначала поднимается из складов». Это воспринимается как намек на бакинские власти и сигнал, что взрыв – часть иранского ответа. Особенно учитывая, что во время недавнего 12-дневного конфликта воздушное пространство Азербайджана, в том числе район Тебриза, использовалось израильскими дронами и ракетами для ударов по Ирану. Кроме того, в видео говорится, что мишенью может стать не только военная, но и энергетическая инфраструктура Азербайджана. В частности, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, через который ежедневно транспортируется до 1 миллиона 200 тысяч баррелей нефти, около 40% которой поставляется в Израиль. По мнению авторов видео, удар по нефтепроводу мог бы сразу нанести два удара – по нефтяным доходам Азербайджана и по поставкам нефти в Израиль, примерно 100 тысяч баррелей в день. Отметим, что, по данным азербайджанских СМИ, президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Степанакерт 3-4 июля, где запланировано проведение саммита Организации экономического сотрудничества ОЭС. Поскольку название этой структуры часто путают с ОСР, Организацией экономического сотрудничества и развития, важно подчеркнуть, это два совершенно разных формата. ОЭС была основана 12 марта 1977 года. Ее учредителями стали Иран, Пакистан и Турция. В настоящее время членами ОЭС являются Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан в алфавитном порядке. Согласно сообщениям иранских СМИ и анализу иранских экспертов, Open Source Intelligence исследователь Sohail 2N провел проверку, используя открытые источники, свидетельства очевидцев, звуковые записи и визуальные данные, включая маршруты пролета и типы используемого вооружения. На основе анализа зафиксированных ударов крылатых ракет и точек удара он пришел к выводу, что значительная часть ударов по Тегерану во время 12-дневного конфликта была нанесена с направления Азербайджана и Каспийского моря. Эта информация усиливает версию о возможном использовании Израилем воздушного пространства или логистической инфраструктуры на севере. По данным иранских СМИ, президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Ильхамом Алиевым фактически дал понять, что в Тегеране располагают данными о возможных израильских атаках через территорию Азербайджана. Хотя формально он призвал Баку лишь к проверке сообщений о пролетах израильских дронов и микро-БПЛА через азербайджанское воздушное пространство.
Сам факт поднятия этого вопроса на уровне глав государств можно расценивать как сигнал. Вероятно, что у Ирана действительно есть определенные доказательства, подтверждающие такую активность. В дипломатическом контексте такой шаг, по мнению иранских экспертов, означает, что Тегеран либо уверен в причастности третьей стороны, либо стремится зафиксировать это подозрение официально, оставляя за собой право на дальнейшую реакцию. Таким образом, Пезешкиан уже фактически заявил об агрессии с территории Азербайджана, пусть и завуалированно, в рамках дипломатического языка. Иранские СМИ также раскрыли маршруты ударов израильских военных самолетов по Ирану. Что касается маршрутов ударов израильских самолетов, то по Тегерану и Кердже они в основном наносились со стороны Каспийского моря через воздушное пространство Азербайджана. Удары по Тебризу и северным регионам проходили через север Ирака, направляясь в северо-западную часть Ирана. Атаки на Хоремабад и Керманшах осуществлялись с территории Ирака, благодаря близости к западным границам Ирана. В районах Исфахана, Натанза и Арака израильские ВВС использовали уязвимые участки иранской системы ПВО, а места взрывов, оставленные короткодействующими бомбами «Спайс-1000», указывают на то, что самолеты во время удара уже находились в воздушном пространстве Ирана неподалеку от Исфахана. В целом Израиль применял территории Иордании, Азербайджана, Ирака и Сирии для проведения этих атак. Отметим, что бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак-Аин прокомментировал использование израильских дронов, запущенных с территории Азербайджана. По его словам, согласно информации, полученной из Баку, Израиль без согласования и ведома азербайджанской стороны осуществлял шпионские и разведывательные операции против Ирана во время войны в Нагорном Карабахе. В этот период Иран сбил израильский дрон, продемонстрировав тем самым, что внимательно следит за действиями Израиля. Он отмечает, что Израиль проник в аэрокосмические и разведывательные структуры Азербайджана. При этом высшее руководство Азербайджана не было осведомлено. Через эту инфраструктуру осуществлялось проникновение в воздушное пространство Ирана. Тогда Тегеран предупредил Баку, и высокопоставленные азербайджанские чиновники подтвердили достоверность этой информации, подытожил бывший посол Ирана в Азербайджане. В контексте сообщений о том, что Израиль использует азербайджанское воздушное пространство для ударов по Ирану, поведение Тегерана на первый взгляд указывает на стремление избежать открытой конфронтации с Азербайджаном и сохранить возможность деэскалации. Если представленные факты окажутся неоспоримыми, Азербайджан может заявить о собственной неосведомленности, наказать ответственных и пообещать, что в следующий раз подобных инцидентов не повторится. На этом стороны могут разойтись мирно и продолжить поддерживать формальные дружественные отношения. Согласно классической логике безопасности, ответ должен быть направлен в сторону источника угрозы. Казалось бы, Иран уже в период горячей фазы конфликта должен был публично отреагировать. Однако этого не произошло. Публичное бездействие Тегерана воспринимается как проявление слабости. Несмотря на воинственную риторику, Иран сегодня находится в уязвимом положении. Санкции, международная изоляция, внутренние кризисы. Открытая конфронтация с Азербайджаном грозит Ирану серьезной эскалацией на северо-западных границах, к чему он явно не готов. Отметим, что Азербайджан обладает союзническими обязательствами с Турцией по взаимной обороне, тесно сотрудничает с Израилем в военно-технической сфере и поддерживает братские связи с Пакистаном. В случае конфликта с Ираном на сторону Баку, вероятно, встанут такие энергетические партнеры, как Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, Иран известен своей способностью ждать и накапливать претензии, используя молчаливые ответные меры, прокси-силы, кибератаки и прочие инструменты. Не исключено, что ответ Азербайджану будет отложен, но не отменен. Если же реакции не последует вовсе, это будет свидетельствовать об ослаблении региональной субъектности Ирана, особенно в отношении Азербайджана. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.